Это видео о шестидневном путешествии на парусной яхте Ханса 385 Ерада, трехкаютной, по островам Пхукета. Меня зовут Виктор, я капитан и директор компании «Оранжевое счастье». Более 10 лет я живу на Пхукете и занимаюсь организацией морских путешествий в Таиланде, также по всему миру, например, в Турции, Сейшелах, Греции, Черногории. В этом видео я расскажу и покажу оптимальный парусный маршрут в Таиланде на Пхукете на 6 дней 5 ночей, что посетить, где организовать ночные стоянки, сколько стоит такое яхтенное путешествие, как арендовать любую яхту дешевле на 5%, чем в чартерной компании напрямую. Я покажу видео самой яхты внутри и расскажу о ее плюсах и минусах. А теперь я вам покажу наш маршрут на карте. Для этого я буду использовать две карты. Первая это Google Map, а вторая это карта Navionics. В чем отличие? Navionics показывает глубины, и в Navionics есть также информация о якорных стоянках и о мурингах. Вот это изображение муринга и о глубинах. 24 это глубина в данном месте. Поэтому я буду использовать обе карты. Итак, Пхукет, вот он, примерно 50 километров в длину. Аэропорт находится вот тут, на севере. А чартерные базы, где вы можете в бербот, то есть без капитана, вы капитан, снять яхты, их всего две. Первая яхт Heaven Marine, вот она, находится здесь. Она наиболее защищенная, вот в таком вот заливчике. И вторая чартерная база Марина называется Аупо. Вот она. В чем отличие? Аупо у нас ближе находится к яхтенным маршрутам, ближе где-то на 15 километров, чем яхт Heaven Marine. Ехать к ним из аэропорта примерно одинаково. Есть еще Марина, вот она, Бот Лагун Марина. Вот она находится как бы в реке, и вот по реке можно выйти. Но в этой Марине нету яхт, которые вы можете арендовать в бербот. Здесь есть хорошие VIP-яхты, которые вы можете арендовать с экипажем через меня и точно так же отправиться в путешествие там на день, на два, на неделю. А там будет тайский экипаж. Мы же сейчас говорим о берботе. Так вот, вам выгоднее всего арендовать яхту вот здесь, в Аупо Марине, потому что вы так сэкономите целый ходовой день, потому что чтобы выйти из яхт Heaven, вот это вот все пройти и дойти вот сюда до входа на яхтенные маршруты, вам потребуется 15 километров примерно. И потом обратно 15 километров. Это вот 30 километров. А мы за день проходим 30 километров. То есть вам выгоднее снять вот здесь. Но дело в том, что здесь предложений меньше. Тут меньше яхт, их быстрее разбирают те, кто знают это. Поэтому, если хотите вот сэкономить яхтенный день, то обращайтесь ко мне заранее. Заранее это лучше за год вообще, хотя бы за полгода. Да, реально, тут яхты вот так разбирают. Вот, мы яхту нашли нашу вот здесь, яхт Heaven Marine, и у нас начался маршрут отсюда. Яхт Heaven Marine в этой чартерной компании по контракту яхту вам дадут, вас пустят на нее в 12 дня. То есть предыдущая команда должна ее в 10 сдать, вот 2 часа на то, чтобы ее отмыть, и вас типа пустят ее на нее в 12 дня. Вы проводите чек-ин, и в реальности вы сможете выйти где-то в 3 часа дня. Вот это я говорю про эту конкретную яхту Ярада, на которой мы ходили. Вот. Так как я знаю некоторые трюки, мы смогли эту яхту бесплатно, без доплат
получить раньше. Мы уже в 8 утра, в 8:30 встретились в Марине, и уже к 10:30 мы закончили все процедуры чек-ин, в 10:30 мы уже вышли из Марины. Вот. Куда же мы идем? Мы выходим отсюда из яхт Heaven Марины, и идем мы навстречу нашим яхтенным маршрутам вот сюда. Здесь нету никаких интересных островов, нам нужно просто пройти вот это расстояние. Да, вот у меня получилось где-то вот 14 километров. Все. Наша цель — это остров Пханак. Вот он. К нему можно прийти сюда, вот это получается 24 километра, либо сюда. Вот здесь зачем нам вообще нужен Пханак? На Пханаке есть пещеры, в которые вы заплываете на каяке и оказываетесь внутри острова в так называемом хонге. Хонг по-тайски — это зала. Зала внутри острова. Вот видите с Google карт. То есть вот тут останавливаешься, заплываешь на каяке в пещеру, оказываешься внутри хонга. Здесь одна точка в одну пещеру вход. А вот здесь, в этом месте, два других входа в две других пещеры. Когда вы забронируете яхту в чартерной компании, чартерная компания вам пришлет PDF-файл с описанием островов. Там не будет маршрута на 3, 5 или 7 дней, но будут острова и информация, что на них посмотреть. Маршрут предлагается, что вы сами составите на основании этой информации. Вот остров Пханак. Здесь нас интересует точка 2 и 3. Здесь находятся пещеры, в которые можно заплыть на каяке, и проплыв в темную пещеру, вы окажетесь как бы внутри острова в озере. Ну, там будет морская вода, потому что соединено это все с морем. И такая пещера, вернее, такое озеро называется по-тайски хонг или зала, то есть зала внутри острова. Нас интересует точка 2 и 3. В точке 2 есть одна пещера, в которую вы можете попасть, когда уровень приливов между 1,5 и 2 метра. В точке 3 у нас находится две пещеры. В одну вы можете заплыть на каяке, когда уровень воды приливов, отливов от 1,8 до 2,8 метра. А в третью пещеру вы можете пройти пешком, но уровень воды должен быть ниже, чем 1,8 метра. Две пещеры можно попасть только на каяке. Теоретически с большим трудом туда можно поплыть на динге, но это очень сложно. Я был несколько раз в этих пещерах, практически лучше на это не рассчитывать. Стены пещеры узкие, они покрыты ракушками, и если туда даже вы продеретесь как-то на надувной лодке, то вы просто ее можете порвать, и ваш поход в первый же день уже прервется, потому что у вас уже не будет динги. Динга — это надувная лодка. То есть нам нужен каяк. Каяк пластиковый. Его надо заранее арендовать в чартерной компании. Обычно это стоит 100 евро на неделю за каяк. Вот. А одна пещера, вот эта, она доступна пешком. То есть, если уровень воды меньше, чем 1,8 метра, то вы туда просто пешком можете зайти и выйти. Но вам нужно иметь определенную обувь. То есть, лучше не сланцы, а лучше кроксы или дайвинские сапожки. То если вы пойдете со сланцами, из которых торчат пальцы, то вы эти пальцы можете разбить, потому что там надо в темноте идти по пещере. Вот. И еще там, да, там полная темнота, там ничего не видно. Поэтому нужно иметь фонарики.
фонарики. Я имею в виду не фонарик, не один, а несколько фонариков. Потому что, не дай бог, фонарик один сядет. И что потом делать, как из этой пещеры выйти. Вот. Пещеры на самом деле они небольшие. То есть они проходятся где-то за 5-10 минут. Но они темные, нужен фонарик. Там относительно безопасно. И часто там бывают группы туристов. То есть туда приезжают большие корабли с каяками. Они спускают эти каяки и возят туристов. Но снять, арендовать этот каяк здесь у Пханака невозможно. То есть если вы свой каяк не возьмете в чартерной компании, то у вас 0 шансов на каяке заплыть. Только пешком можно будет вот войти в эту пещеру. Что это вообще за уровни такие? 1.8, 2.8. Это уровни приливов-отливов. Есть вот такой сайт, я приведу ниже ссылку на него, где на каждый месяц приведены таблицы. Вот, например, сегодня 13 мая 26 года. Вот 26 год, вот 13 мая, а вот различные уровни воды. Вот, то есть мы видим, что в 8 утра у нас максимальный прилив 2,9 метра, а в 14 часов у нас максимальный отлив 1,5. То есть в этот день уровень воды меняется на 1,40 м. То есть 1,40 м воды уходит, потом придет. Так вот, в ту пещеру, куда можно зайти пешком, и потом, соответственно, надо выйти, можно зайти до 4 часов дня. То есть если бы мы сегодня стартанули из чартерной базы, то нам до 4 часов дня надо было бы, нам лучше оказаться было бы где-то до 14:30, чтобы успеть зайти в пещеру, посетить ее, посмотреть и выйти. Если же мы собираемся плыть на каяке, если у нас есть каяк, да, то нас интересует вот этот коридор 1.8, 2.8. То есть 13 числа 1.8, 2.8 это вот с 3 часов дня и потом допоздна. То есть, в принципе, если мы 13 числа, допустим, 13 мая 26 года вышли из Марины, то мы бы смогли посетить обе эти пещеры. То есть вам нужно обязательно сверяться с таблицей приливов, отливов. Где ее брать? Ну вот изначально есть ссылка на сайт. Чартерная компания вам даст распечатку с этими таблицами. Там распечатка на 10 лет вперед, но она не очень удобна. Лучше сделать скриншот той недели, допустим, да, в которую вы путешествуете, чтобы он у вас был всегда на телефоне, и просто вот всегда сверять, когда прилив, когда отлив. Хорошо. То есть мы приходим к острову Пханак, и здесь вы можете посетить пещеры. Как это выглядит вот на Google картах. Вот видите, вот вода внутри острова. Вот еще вода внутри острова. Там действительно очень интересно, и это стоит посетить, но для этого стоит арендовать каяк. У нас каяка не было арендованного. Мы понадеялись, что сможем здесь его арендовать у туркомпании. Мы пытались, но никто нам этот каяк тут не сдал. И поэтому мы посетили одну пещеру, в которую сходили пешком. После посещения острова Пханак мы проходим еще примерно 5 километров до острова Кохонг. Здесь мы уже смогли арендовать каяк. По-моему, это стоило 400 бат.
к тебе подплывает таец на трехместном каяке. Одно место это он гребец, и два человека могут сесть, и он везет вот внутрь вот этого хонга. Вот здесь нету подводных пещер, здесь не страшно, здесь есть арка. Практически при любом уровне прилива-отлива можно попасть в этот хонг. Но если будет мощный отлив, здесь местами будет очень мелко, то есть дно обнажается, и какие-то проходы становятся недоступны морским путем, но все равно в любой момент сюда можешь попасть, и тут очень красиво. То есть вот так заходишь, вот так оплываешь вокруг, и он тебя возвращает. И здесь вот есть муринги. Сейчас я их покажу. Вот они, вот эти муринги. Вот еще другие муринги. И здесь, в принципе, хорошо стоять ночью. Если ты сюда подошел к ночи, к вечеру, то туристов уже увозят, и ты вечером посещаешь этот хонг, когда нету людей. Если ты каяк свой привез, то можно на каяке. Сюда можно и на динге тоже заплыть. Хотя вот эти тайцы, которые на каяке подплывают, они говорят, что нет, на динге нельзя, но они стремятся свой каяк продать. Я не знаю, как на самом деле, но я видел, что сюда заплывали люди на динге. Мы заплывали сюда на каяке. Вот тут есть муринги, их тут несколько. Вот в этом месте, вот тут находится офис рейнджеров, которые продают билеты в этот национальный парк. Это национальный парк. И я читал, что они могут вам подплыть и попросить вас деньги за то, что вы тут стоите на моринге с яхты, за посещение этого национального парка. Я много раз тут был, и к нам никогда не подплывали. Может быть, потому что мы приходим сюда уже к вечеру, к 5 часам, и уходим до 9 утра обычно отсюда. Может быть, просто мы попадаем в неофисное время, рабочее, и поэтому с нас ничего не спрашивают. И вот мы, значит, остались на этих мурингах. Муринги тут хорошие, надежные. Единственное, они расположены очень близко к скале. Вот тут есть на Виониксе линеечка. Если тут померить, вот этот муринг, например, это всего 38 метров до скалы. То есть, если вы сюда пришли на 15-метровом катамаране и еще длина самой муринговой веревки, то вас вот развернуло ветром, течением сюда, вы оказываетесь фактически рядом со скалой. Это достаточно страшно. То есть вот на этот муринг лучше вставать, если у вас лодочка покороче. Вот еще один муринг. Ну, тут их больше на самом деле. Если что, можно на якорь вставать. Вот еще два муринга. Вот желательно вот сюда встать. Но сюда приходишь, тут очень много кораблей. И иногда надо покружить, прежде чем они уйдут. Но у нас ни разу не было, что мы тут стояли на якоре. Я хожу сюда несколько раз в год, и всегда находится свободный муринг. Сервируем наш завтрак. Бутерброды, манная каша на утро. Мы отошли от Кохонг Панги в 8 утра. И здесь вот в 8 начинается движуха. То есть приплыли тайцы на лонгтейлах больших, на спидботах с каяками. И сразу их сбросили, к нам поплыли, чтобы вот мы арендовали эти каяки. Нам кто-то сказал, вернее, я прочитал, что с утра приплывут сотрудники нацпарка и возьмут деньги за стоянку ночную, за посещение нацпарка, что-то около 300 бат с человека. В общем, мы ушли, никто к нам не приплыл, мы очень рады. И двигаемся теперь, конечно, наша точка, это провинция Краби, тоже остров Кохон. Утро второго дня. Мы проснулись на моринге на острове Кохонг. И после этого мы пошли на восток, и наша конечная точка была Кохонг провинции Краби. Это Кохонг провинции Пханга, мы ушли на Кохонг провинции Краби. В этот поход мы не ходили дальше на север. Вообще, теоретически,
Здесь на севере есть еще две точки, которые туристические. Одна из них это остров Джеймса Бонда, вот он здесь. А вторая это деревня морских цыган, которая находится вот здесь, где река соединяется с морем. В этот раз мы туда не пошли, это нужно больше дней. Вот, я расскажу о походе в эти места в других видео, а мы пошли на восток. Значит, вот наш Кухонг. Вот мы здесь проснулись, и дальше мы идем вот так. У нас есть два больших острова. Вот, то есть у нас тут большой залив, который защищен от мощных волн, ветров. То есть мы тут в относительной защите, тут много островов. И вот тут посередине есть два острова. Вот, между ними есть проход. Но в вашем контракте будет явно написано, чтобы вы в этот проход не ходили, потому что здесь очень мелко. На самом деле там есть возможность пройти, но это надо знать, как пройти. Там действительно очень мелко, поэтому мы туда не идем, а мы обходим эти острова вот здесь. И первая точка, которая нас интересует, это остров Корои. Вот до него примерно 14 километров. Если посмотреть карту милей Навионикса, то можно увидеть, что здесь вот целое поле, видите, поле милей, где 1,2 метра всего, где-то меньше метра. Вот здесь вот тут проход, тут 2,5 метра. То есть нам нужно здесь очень tщательно строить наш маршрут и идти так, чтобы проскочить вот это мелкое море, вот именно вот здесь. Вот видите, вот эти вот точки, это кто-то шел и мерил глубину 4,6. То есть карта Навионикса, она может врать на самом деле. Но желательно вот двигаться вдоль вот этих точек, потому что здесь измеренный четко проход, там нету каких-то скал, ну, скорее всего, нету. Поэтому в вашем навигаторе на яхте смотрите вот эти точки и идите вдоль них. И отслеживайте, какая будет прилив или отлив, какой уровень. Вот скажем, если бы мы вышли 14 и мы вышли вот днем, да, когда уровень 1,2, было бы страшно это море пересекать. А если пойти утром, когда на 2 метра фактически больше воды, это относительно безопасно. Когда я иду этим мелким морем и вижу на эхолоте, что подо мной там 2 метра воды, честно говоря, мне достаточно тревожно на килевой яхте, потому что ее и так 2 метра, может там еще какая-то скала находится, которая на карте не отмечена. Вот. Поэтому стройте свой так маршрут, чтобы пересечь это место, когда будет глубоко. В данном случае, если бы это было 14 число, это было бы вот идеально. Утром на Кухонге проснулись и все, и пошли. То есть лучше в этот день не идти сначала на север на Джеймс Бонд, потому что вы вот потратите это время, когда глубоко на этот Джеймс Бонд, и потом в это море будете пересекать максимальный отлив. Это все-таки опасно. Поэтому учитывайте приливы и отливы и пересекайте его на приливах. Окей. Вот мы прошли. Вот он Корои. Чем он замечателен? Чем тут интересен? Ну, здесь вот есть пляжик такой относительно пустынный, который можно посетить. Мне он нравится. И здесь есть, вот в этом месте, тут не очень видно, но тут есть тоже такой хонг, который можно даже пешком посетить. Вот сюда на динге приплываешь и пешочком вот тут идешь. Или можно проплыть на динге или каяке, если будет достаточно воды. Корои приятное место, и стоит здесь остановиться. Ну, кроме того, вы вот 14 километров прошли, хочется сделать какую-то остановочку,
Следующее место это остров Кокудуяи. Кокудуяи. Вот в Кокудуяи есть замечательный хонг, в который мы заплываем на динге. Здесь просто проход между близкими скалами, заплываешь на динге и можешь искупаться. Лодку оставляешь где-то здесь на якоре просто. Вот в этом месте Каен-Бэй находится вход в нацпарк с рейнджерами, где можно увидеть самое большое дерево то ли в Таиланде, то ли в окрестностях Пхукета, но за это надо заплатить билет, по-моему, 400 бат. Мы здесь были, нас спросили 400 бат, мы не захотели тратить эти деньги, чтобы увидеть дерево. Вот, ну, может быть, мы неправы, не знаю. И мы пошли дальше. То есть вот у нас была вот тут остановочка. Вот. Мы пошли дальше. В провинцию Краби. И следующее, что мы посетили, это вот такой замечательный остров Ко-Пхагби. Остров Ко-Пхагби очень красивые, там виды. И здесь есть муринги вот в этом месте, где можно оставить яхту. Тут можно остановиться, чтобы перекусить. Ко-Пхагби это национальный парк. Вот прямо здесь находится домик с рейнджерами. Но мы всегда здесь оказываемся после 4, и поэтому ни разу мы не платили за вход в этот национальный парк. Если прийти раньше, то вам нужно будет купить билет за 400 бат. Билет действует в течение этого дня. То есть в течение этого дня, купив билет, вы сможете посетить другие острова этого же национального парка. То есть вот есть национальный парк в Крабе, есть в Пханге. Если вы в Пханге купили, этот билет в Крабе не сработает. Если вы купили в Крабе, то можно какие-то другие острова. Но где эти границы этого национального парка, я, если честно, точно не знаю. Ну вот, я знаю, что если сюда прийти после 4, то с большой вероятностью это будет бесплатно. Здесь мы остановились, высадились, покупались. И дальше пошли на остров Пода, провинция Краби. Вот видите, 30 километров и получилось. Вот на Поде у нас есть хонг, в который можно фактически в любой уровень прилива отлива зайти, но может быть в самый низкий уровень не получится. Вот. И здесь у хонга есть очень много мурингов, где можно безопасно ночевать. Утро 3-го дня. Мы проснулись на муринге у острова Ко-Хонг в Крабе. Вот эти муринги. Их тут достаточно много. Ночью была сильная гроза. Мы нашу яхту Ярада всю закрыли, потому что косой дождь стал забрызгивать, пришлось все лючки закрыть. Сразу, конечно, стало достаточно жарко внутри. Но что делать? Вот накануне ночью уже в темноте мы посетили вот этот хонг. То есть тут стоишь на муринг, плывешь здесь на динге. И утром проснулись, и мы отсюда идем дальше на юго-восток. Следующие 30 километров. Здесь не приходится платить за что-либо. Здесь есть на Ко-Хонге еще одно место с красивым пляжем. Вот оно. Мы много раз проплывали мимо, но ни разу тут так и не останавливались, потому что тут было просто очень людно всегда, просто все в лонгтейлах. Вот, и там платная высадка, платить не хочется, поэтому вот стоит ли здесь побывать, я вам не скажу, а расскажу, где же мы побывали. То есть вот мы стартанули с Ко-Хонга и пошли сюда на юг. Вот здесь по пути есть 2 скалы в море. Вот они, 2 скалы. Вот это больше
ближе к нашему маршруту, поэтому делаем остановку тут. Вот получается 12 километров. Кодаенг. Кодаенг — это скала в море, тут есть муринги, немного, но есть. Здесь можно остановиться на дайвинг. Здесь уже начинается более-менее прозрачная вода. То есть, вот посмотрите на Google карту, видите, как тут вот все мутно на севере. Почему? Потому что тут вот речки, они всякую муть несут. Здесь вода мелкая относительно. Вот. Кристальная чистая вода у нас вот здесь в районе там Рача, Пхипхи, вот тут где-то. Вот. А здесь что-то среднее. А вот тут на Кудаенге уже имеет смысл достать ваши маски, трубки и понырять. Чартерная компания вам выдаст маски, трубки, ласты, но если у вас есть свои, привезите свои, чтобы вам подошел размер. Вот. Все, встали на муринг, поныряли, может быть, пообедали и двигаемся дальше. Следующая наша остановка — это Рейли-Бич. Рейли-Бич — это пляж в Крабе. Это не остров, это уже материк. Зачем же сюда идти? Идут сюда для того, чтобы побывать на очень красивом пляже. Он стоит того. До этого пляжа нет наземных дорог. То есть сюда нельзя доехать на мотобайке. Мотобайков вы тут не увидите. Сюда можно только на лодке приплыть. Вот. И когда вы здесь окажетесь, нужно оставить яхту где-то рядом. Вот что у нас. Вот Кодаенг. Видите, тут вот якорь нарисован. На самом деле вот тут муринг есть в этом месте. Вот когда мы идем на Рейли-Бич, вот тут вот нарисован один одинокий якорь и много-много муринг и много-много якорей. Вот еще типа муринги. Наверное, они когда-то тут были, но в последнее время я там никаких мурингов не видел. То есть, скорее всего, они оборвались. Вот. И с трудом мы один муринг нашли. Скорее всего, тут надо рассчитывать, что встали на якорь. Вот встали на якорь, вот здесь или вот здесь. Посетить нам надо вот это место, это самое красивое. Вот. И здесь есть одна проблема, вот прямо вот тут будет натянут серпантин веревок, вот, который где-то вот отсюда начнется и туда продолжится. И здесь, когда вы попробуете его пересечь на динге с мотором, к вам, я вот слышал, что выходят тайцы и говорят, что это запрещено, что тут только для купающихся, и возникает проблема высадки на этот пляж. То есть надо либо вот где-то тут высадиться и вот так вот пешочком пройти. Если вы пойдете сюда, то тут могут возникнуть трудности. Может быть, вот если есть каяк, может быть, на каяке высадиться, потому что с каяком проблемы нет. То есть либо динго и идем пешочком, либо сюда ближе и каяк. Но попробуйте на динге, может быть, у нас вот проблем не было. Это я вот прочел где-то в Фейсбуке, что кто-то туда высадился и ему претензии предъявили. Тут есть красивые пещеры, скалы такие, по которым люди лазают, там, я не знаю, как это называется, инструкторы по скалолазанию, специальные маршруты, веревки, то есть вам помогают это сделать безопасно. Вот это место действительно красивое, стоит посетить. Вот здесь вот можно пройти, вот сам проход очень красивый. Между высоченными скалами, там какие-то пещеры, очень красиво, стоит это посетить. А сама конечная точка, вот где вы тут окажетесь, тут неинтересно. Сюда как бы дошли и возвращайтесь обратно. Вот так вот пройти, если вам хочется сходить, если вам надоело сидеть на яхте, то да, если у вас есть время, вот сходите тут, это интересно. Вот красивые пещеры. Хорошо посетили, и потом мы идем на остров Копода. Вот Копода, вот сюда. Копода — это национальный парк, и здесь видовое место. То есть вот тут пляж, а тут вот такая вот скала красивейшая. Вот. И на фоне нее фотографируешься. Вообще Копода — один из самых моих любимых островов.
Здесь вот очень много мурингов в этом месте, но они прямо расположены на границе милей, как-то достаточно стремноватенько. Вот. Удивительно, это тоже национальный парк, там есть домик рейнджеров, но ни разу, когда мы не пришли днем, вечером, утром, с нас пока ни разу не взяли билет, ну деньги за билет, ну и слава богу. Вот Копода вы посетили, и дальше либо тут вот на муринге остаться, это если ветер вот дует с востока, с запада, вот, либо мы уходим вот сюда, вот в это место. Тут тоже несколько мурингов. Вот получается сзади маршрут 28 километров. Здесь несколько мурингов, и вот здесь вот есть коса между островами, она то появляется, то исчезает. То есть появляется, когда отлив, исчезает, когда прилив. И вот здесь прекрасно стоять. Здесь вот есть вот такие скалы, и солнце там садится на фоне этих скал. Вообще потрясающий закат получается в этом месте. И стоять безопасно, если ветер с востока дует. Не пытайтесь вот пройтись вот здесь. Визуально здесь вот море, широкое море. Но здесь на самом деле кораллы, и можно килевой яхтой на эти кораллы наехать. То есть ни в коем случае сюда не идите. Вы увидите, как тут вон тейлы шныряют туда-сюда. У них осадка другая, и они знают, где шнырять. Они там каждый день бывают, они знают этот проход. На килевой яхте сюда, да и на чартерном катамаране сюда не суйтесь. Вот так обойдите. Тут и виды очень красивые, оно того стоит. Вот. И здесь мы останавливаемся на ночевку. Утро 4-го дня. Мы просыпаемся здесь на острове Пода. Но на самом деле, видите, тут даже несколько островов. Вот один, вот другой, вот этот третий, вот еще один. Но мы это все называем остров Пода. Проснулись. Можно посетить до туристов вот это место шикарнейшее. Сюда, кстати, на закат привозят людей, потому что тут очень красивые закаты. Вот. Что дальше делать? Здесь есть вот такой архипелаг островов, у которых нету пляжей, но рядом с ними давится. Дайвинг этот, ну, я оцениваю где-то так на 4 или может быть на 4 с плюсом. То есть для провинции Краби, может быть, это лучший дайвинг, потому что чище тут уже не будет. Но если сравнивать там с Рача, которая на юге, там Курок, то тут, конечно, дайвинг так себе, но все-таки он хороший, вот, и стоит здесь походить, подавиться. Тут очень красивые виды. И вот это место называется Голова Курицы. Здесь есть остров, у которого такая скала, похожа на голову курицы. То есть вот это прекрасное место, чтобы тут просто под парусами вот туда-сюда как-то так походить. Вот. И после этого вот мы тут туда-сюда походили, я вот так нарисую зигзагом, типа побывали. После этого мы пересекли огромное море и пошли вот сюда на юг, в рыбацкую бухту острова Кояояй. Изначально я предложил с клиентам, которые арендовали эту яхту, меня пригласили как запасного капитана, то есть у них были свои права, но это был их первый чарт. Им хотелось, чтобы на борту присутствовал опытный капитан, человек, знающий места. Изначально я им предложил вот посетить Пхи-Пхи в этот день. Но у них дочь была на Пхи-Пхи раньше, и она рассказала им, как много там народу, и отговорила их. И поэтому они на Пхи-Пхи не пошли. И я был этому несказанно тоже рад, потому что на Пхи-Пхи я бываю часто. И там действительно много народу. Поэтому если вы народ особо не любите, то можно на Пхи-Пхи не идти. Но в принципе мне там нравится. То есть это как бы вам выбрать. Мы туда не пошли, мы пошли в эту рыбацкую деревню
вот здесь. Чем тут хорошо? Ну, здесь есть несколько мурингов, и здесь можно безопасно ночевать, потому что вот такой залив, закрытый со всех сторон, кроме южных ветров. Но южные ветра тут у нас редко дуют. Вот. Мы оставили лодку на моринге и высадились здесь на пирсик и прошлись по этой деревне. Населяет остров Куяуяй в основном мусульмане. Вот тут есть мечеть. Мы нашли один маленький скромный магазинчик, где купили яйца, еще какую-то еду. Там вы не найдете молока, конечно, не найдете никакую свинину, но кое-какие и хлеба там тоже не продают. Какие продукты можно тут купить. Там был ресторан, он был, к сожалению, закрыт, потому что в это время как раз был вечерний намаз. И, в общем, мы просто прогулялись по этой деревне, пытались рыбу купить. Потому что рыбацкая деревня, мы видели, как они эту рыбу привозят на кораблях, прям подходили, просили. Никто нам эту рыбу не продал почему-то. По-английски они вообще очень слабо говорят, практически язык жестов. Но теоретически здесь можно что-то купить. А если вы тут арендуете мотоцикл, сумеете, то можно вот куда-то дальше проехать. И уже вот даже тут относительно недалеко будут какие-то бары, ресторанчики. Вот. Ну, хорошо, посетили, посмотрели, как живут местные рыбаки и легли спать. На этом этот день закончился. 7 утра. Мы проснулись в бухте на самом юге острова Куяуяй. Мы ночевали на муринге. Максимальный отлив под нами было где-то 3 метра. Мурингов по Оции здесь должно быть около 5, но в реальности я увидел только 2 муринга, 2 красных муринга. Вот один, значит, у нас тот, на котором стоим, а вот один, он видится вот ближе вот к этому проходу, красный муринг. Вечером мы сплавали вот к тому пирсу рыбацкому. У него припарковано несколько рыбацких кораблей, но по Оции туда невозможно проплыть. Но, как мы видим, возможно, просто мы не знаем фарватера, они знают его. 5-й день, напомню, наш 6-дневный поход был. Мы проснулись на юге острова Куяуяй в рыбацкой бухте и дальше двинулись на северо-запад. Мы аккуратненько вышли вот сюда, чтобы обойти скалы. Вот в эти проходы мы не идем, обходим. И относительно недалеко нас в 7 километрах буквально ждет остров Кайнай Айленд. Кайнай. И еще чуть левее есть еще один остров Кокхайнок. Ко это значит остров. Вот. То есть это острова Кхай. Их 2. Они в целом очень похожи друг на друга. Мы останавливались вот на этом острове, потому что он по нашему маршруту пролегал. Тут есть несколько мурингов, и мы выходим на этот остров для того, чтобы провести там время. Там есть несколько ресторанов, где можно покушать. Здесь неплохой снорклинг, можно плавать. Вот, если вы окажетесь на этом острове до 9 утра, то там не будет никого. Там никто не живет. Сюда приезжают работники турбизнеса, вот ресторанов. Где-то в районе 9:30 они приезжают. И в 10 привозят первых туристов. То есть, если вы окажетесь до 9:30, тут вообще никого не будет. Шансы на это очень большие. Просто встаньте пораньше и идите. После этого этот остров становится переполненный. Здесь куча туристов,
И еще здесь очень много гидроциклов. Тут все носятся на этих гидроциклах, некоторые в первый раз в жизни. Вот. Они очень быстрые и создают много проблем, волну, могут наехать на вас, когда вы тут снорклитесь, поэтому будьте осторожны. Вот здесь вот скалы, вот тут гидроцикл не носится. Вдоль скал можно поснорклиться замечательно. И там как раз где скалы, там и рыбки. Вот, мы тут остановились и пообедали в ресторанчике, сделали фотографии, поснорклились, покупались и двигаемся дальше. Вот. Мы двигаемся на север. Здесь живописный остров Скала. Колипе. Не Колипе. Есть еще Колипе на юге, но это другой. Это Липе. Здесь нет ни одного пляжа. Здесь негде высадиться. И мурингов где-то тоже. Вот. Я не нашел. Но он очень красивый и стоит вот просто рядом с ним пройтись, сфотографироваться. Это прекрасно. И дальше мы пошли и встали на ночевку. Вот здесь, рядом с островом Конаканой. При желании вы можете также посетить вот этот остров, который называется Рангьяй Айленд. Говорят, на нем планируют сделать казино в будущем. Пока что тут просто длинный красивый пляж, где можно остановиться. Вот в эту бухту не суйтесь, тут очень мелко. Вставайте на якоре. Если ночевать тут будете, вот тут вставайте на якоре, если ветра с запада, а если с востока, то вот тут вот. Но мы туда не пошли, мы пошли вот на этот остров. Оказались мы тут где-то в районе тоже 5 вечера. Тут есть кафешка, с которой все уже уехали, то есть, чтобы тут покушать, нужно хотя бы до 4 тут оказаться. Просто ходили по этому пляжу, наслаждались видами. И здесь нет никаких мурингов, мы просто стояли на якоре. И нас за ночь туда-сюда несколько раз мотало. Сначала сюда, потом туда, потому что сначала идет прилив, потом отлив, и яхту, собственно, возникает течение приливно-отливное, и яхту разворачивают. Как запасной вариант можете вот рядом с Нака Айленд остановиться. Вот. Помните, я рассказывал в самом начале о 2 маринах. Вот АОПО Гранд Марина, она уже вот прям тут находится, в принципе. Но здесь у нас просто последняя ночевка. То есть мы ночуем либо здесь, и тогда 23 километра остается до Яхт-Хевен Марины. Либо здесь ночуем, но тогда еще ближе получается. Вот. Но здесь вот как какие-то поселения, дороги, поэтому... А здесь больше природы, поэтому решили тут остановиться. Тут вот такой вот узкий проход. Постоянно будет кто-то носиться туда-сюда. Рыбаки, которые ночью на лонгтейл снуют, волну создавать. Поэтому, мне кажется, тут безопаснее спать. Иногда я сплю, возвращаясь с походов, в последнюю ночь вот здесь, рядом с Ко-Лаваяи. Это тоже национальный парк. Опять же, тоже правило, если вечером прийти и утром уйти, никто с вас тут денег не возьмет. И тут есть муринги, где можно остановиться. Вот. Но в этот раз мы остановились. Вот здесь и провели прекрасную ночь на якоре. 6-й, последний день нашего яхтенного путешествия. Мы должны вернуть нашу яхту до 10 утра. Здесь осталось примерно 23 километра. То есть мы проснулись, искупались и пошли эти последние 23 километра. Мы нигде уже не останавливались. Вот. Вот таким маршрутом мы шли. И подошли к Марине. Вот они, 23 километра. Где-то за час до того, как мы подошли, я написал в WhatsApp менеджеру Марины, что мы через час придем, чтобы нас ждали. Яхтенная компания это дает телефон, то есть у вас будет смартфон,
в нем их WhatsApp, интернет. Это как запасной источник связи. То есть, если вы работают, то вот он, пожалуйста, телефон, пожалуйста, можете через него связаться. Когда мы подошли сюда, я еще раз написал, что вот мы пришли, и на Динге приплыли к нам сотрудники чартерной компании, они встали за штурвал и сопроводили яхту вот сюда, на топливный пирс, где она была, или вот сюда, по-моему, где она была заправлена дизелем. И нам выписали чек, который потом оплачиваешь. И дальше специально обученные люди завели яхту в марину. Вот. Это является отличием чарта на Пхукете в Таиланде от чарта в Средиземке, например, в Турции. То есть какие отличия? Здесь нету марин фактически. То есть мы за наше чартовое путешествие никаких марин не посещаем, потому что их просто в принципе нету. У нас природа. Мы видим природу, не город, не марины. Мы ночуем на мурингах. Это дикие места, красивые, с первозданной природой. Это плюс. Минус, что негде по пути заправиться водой или топливом. То есть вот на всем маршруте, который мы прошли, заправиться топливом где? Это надо идти на Пхипхи, чтобы заправиться водой и топливом. Ну вот мы пошли мимо. Или вот здесь в Крабе есть марины, но опять же это крюк, и заходить в них надо по руслу реки. А река достаточно узкая, между прочим. И там кто-то, если вам навстречу пойдет, вот, то разминуться будет не очень-то и просто. А у реки есть течение. Вот. Ну, топлива хватает. То есть мы топливо сожгли, я не знаю сколько процентов, там 10 или 20. По-моему, меньше 100 евро потратили за весь поход на топливо. Вот, на этой яхте. Вот. И, как правило, обычно тратишь там 150, там, 200 евро за такие походы. И то есть с топливом нету проблемы, его хватает. А вот с водой, вода заканчивается. Потому что из крана, вот вы моете посуду, бежит пресная вода, не морская. Морской воды тут ржавеет кран, ржавеет мойка, поэтому там бежит пресная вода. И даже если ты вообще душ не принимаешь, она очень быстро заканчивается. А если ты душ принимаешь, то это вообще проблема. Вот. Поэтому надо очень экономно пользоваться водой. Сразу всех предупредить. Вот здесь теоретически, вот в этом месте, вот тут на карте на Вионикса, вот тут, я тут щелкал, вот по этой, по-моему, точке, и тут было написано, что можно водой заправиться. А тут и есть какая-то пристань. И здесь еще вроде как почти глубоко, хотя вот тут 1-3 метра нарисовано. Тут достаточно тоже стрёмно сюда заходить. Но я частенько тут бываю, но на своем катамаране. Но у меня маленькая осадка. Вот. Но здесь теоретически можно заправиться, но чартерная компания явно говорит, чтобы вы сюда не ходили вообще, потому что тут меляки сплошные. То есть это надо либо на Пхипхи идти, если Пхипхи посетили, вот тут заправляйтесь водой. Заправляются водой вот тут. Сюда пришел, тут госпиталь есть рядом, надо туда сходить, там надо дойти какого-то тайца, сказать ему, что ты водой собрался заправить, и тогда он сходит на такую баржу, к ней надо подойти, и вас заправят водой, и стоит это будет в районе 1000 бат. Вот сколько воды у вас не влезло, будет 1000 бат. Но иногда мои клиенты мне пишут, мы пришли, мы не можем найти, где тут водой заправиться. Даже люди, которые тут раньше заправлялись, то не могут найти. То есть, вот я, если честно, я тут никогда не заправлялся. Но я много раз слышал, что с этим могут быть трудности. Вот. Ну, вот, в общем, вот тут вот где-то госпиталь находится, сюда подходишь, по-моему, вот этот значок. К сожалению, тут на карте вот не кликабельные значки. А когда у вас настоящая карта на Вионикса в телефоне, вот вы можете кликнуть, и всплывет такое описание, тут будет что-то написано. Вот. И, в частности, проводы, может быть, там телефон даже будет.
То есть вот здесь можно вот водой и топливом заправиться. И потом где-то вот в Крабе вот одна марина, то есть вот такой вход. Я вот сейчас вот сходу не скажу, где тут заправляться водой. Надо в путеводителе почитать. Я был в этой марине. Такого-то марина или такого марина она называется. Вот надо поискать, где дадут. То есть с водой осторожненько, экономненько надо быть. Вот, это минус. А плюсы, то, что вы можете вернуться в вашу марину в последний день. То есть, если в Турции мы должны обязательно вернуться в пятницу вечером, и вы с пятницы на субботу ночуете в марине, это прописано в контракте, то здесь, в Таиланде, вы можете ночевать в пятницу где-то на островах, еще провести последнюю ночь не в марине, а на островах, и в последний день утром прийти. Но надо прийти до 10 утра. Вот, вы до 10 утра пришли, вот, кстати, значок топливозаправщика. Вас заправили, все, вас привезли специально обученные люди на стоянку, вы пошли в офис. Вот тут несколько офисов, в зависимости, в какой чартерный вы сняли. Я вам подскажу, где офис находится. Там вы заплатили за это топливо, пошли, и таец нырнет, скажет, нету ли повреждений киля и винта. Если нету, и если вы ничего не потеряли, там явных нарушений нет, то вам вернут депозит, и можно ехать домой. Несколько слов о самой яхте. Это Hansa 385, называется она Ярада 2015 года. Да, на ней вот так и написано Ярада. Оно, наверное, русские купили ее и вот так назвали. Я рада, что купили яхту, да. Но в контракте у вас может быть написано Ядара, и в каких-то чартерных базах Ядара, потому что вот путают вот это Ярада Ядара, и потом говорят, какую же мы яхту сняли, Ядара или Ярада. То есть в одном и том же контракте могут быть дважды написано по-разному. В этой яхте у нас 3 каюты двухместные, вот, носовая, 2 кормовые, и всего 1 туалет. Поэтому надо быть осторожным с этим туалетом, всячески беречь его. В целом яхта понравилась. Я сейчас вам покажу видео, которое я снял на яхте. И те клиенты, Аркадий с Ириной, которые ее арендовали, они через год потом снова на нее вернулись, именно на нее. То есть яхта в целом хорошая, нормальная. У нее есть свои недостатки, достоинства. Вот. Топливо 160 литров, вода 320 всего. Там входит в стоимость Динго с навесным мотором. Там есть холодильник, там нету солнечных панелей. То есть холодильник надо заряжать от двигателя. То есть даже если много ветра, вам все равно придется включать двигатель, чтобы этот холодильник, заряжаем аккумулятор, да, но без него не работает, собственно, холодильник. Холодильник нам нужен. Не рассчитывайте на морозильник. Морозильник там практически не работает. То есть не стоит туда покупать там несколько килограммов пельменей, там еще чего-то, потому что оно все растает. Ну, возьмите курицу, там, свинину на первые дни, в холодильнике оно не испортится первые дни, но на неделю вы замороженные продукты, к сожалению, там, наверное, хранить не сможете. А теперь предлагаю посмотреть мое видео о яхте. Вот так яхта выглядит внутри. Есть носовая каюта с лючком, который можно открыть. Значит, вот салон с диванчиками, столик. Здесь у нас навигационный столик, пульт управления приборами, оборудованием, инвертор на 3 киловатта с толстыми проводами. Он достаточно такой визуально большой, я думаю. Сюда можно мультиварку подключить. Радиостанция
Вот, значит, пульт. Здесь есть прикуриватель. Вот эту штуку я с собой принес. А так только вот один USB-порт я нашел на всей яхте. Но можно через инвертор подключать приборы на 220, чтобы зарядиться. Вот. Здесь у нас есть кухонька. Сейчас я кашеварю. Ребята пошли исследовать пляжи. Вот. Я занимаюсь тут приготовлением обеда. Вот здесь, значит, у нас есть холодильничек. И вот тут сверху, вот тут еще один холодильничек. Холод он держит так себе, прямо относительно просторный. Вот. Шкафчики. Ой, у меня тут подгорает. Каюты. Вот здесь есть еще 2 каюты, шкафчики. В принципе, спится вполне хорошо. Вот сверху есть лючок, который можно открыть, вентиляционный. И вот еще боковой лючок. Ну, спали мы с открытой дверью, чтобы лучше вентилировалось. Ну, вторая каюта, она зеркальная, она такая же. Мы здесь сейчас храним вещи, потому что на этой яхте у нас 4 человека сейчас всего. А она на 6 человек рассчитана. Туалет, душ. Вот. Кокпит. Столик удобный, он раскладывается. Сейчас одна половинка разложена, а другая сложена, чтобы можно было туда-сюда ходить. 2 штурвала. Вообще очень удобно на самом деле в кокпите. Солнечных панелей нету и нету освещения. Вот я сюда повесил Powerbank, в нем есть фонарик встроенный. Вот так мы ночью освещаем этот столик. А так вообще нету в кокпите освещения. Конечно, минус. То есть берите какой-то фонарик с собой. Вот. Что еще рассказать? Очень нравится проход к плавательной платформе. Динги некуда повесить. То есть динги он привязывается к лодке, волочится за лодкой. Но зато, в принципе, не надо опускать, подымать на Дэвид. И очень легко можно решиться на то, чтобы пойти к берегу. Потому что вот прямо вот сел и вот плывите себе, пожалуйста. Навигация. Реймарин. Здесь у нас пульт управления мотором и автопилот справа. Вот есть лесенка для платформы, она вставляется вот в эти 2 отверстия, вот сюда. Вот. Что тут у нас еще есть? Здесь, ну типа для льда холодильник. Вот еще остатки льда там. Какое-то время он сохраняет холод, может пару дней, для напитков. Мачта, гик. Вот как-то так. Вот так выглядит кокпит. Мы достали подушечки, потому что с ними приятно сидеть. Здесь есть небольшой тентик. Днем можно прятаться от солнца. Значит, несколько слов хочу сказать по поводу электрики. Вот этот индикатор, тут можно понажимать кнопочку, и он показывает заряд батареи. Напряжение. Это напряжение на одной из батарей 11,5. А вот напряжение на второй батарее. Вот эта батарея стартерная. От нее двигатель заводится. Она практически не разряжается. А вот эта батарея у нас сервисная.
И ее напряжение постоянно падает меньше 12 вольт. И вот тут начинает гореть лампочка Battery Service 11,5. Вот и плохо видно. Вот. И горит, мигает вот эта лампочка. Значит, сервисные батареи находятся вот под этой сидушкой. А стартерная батарея находится в задней левой каюте, вот здесь, под матрасами. Стартерная, от которой мотор работает. Если понажимать вот эту кнопочку нижнюю, то вот это минус 3,79. Это сейчас потребление в амперах. Больше всего потребляет холодильник. Он потребляет в пике до 9 ампер. На втором месте у нас освещение салона. Вот я сейчас включил, выключил. Ну, даже вот минус 10 ампер было в какой-то момент. Одну секунду. Значит, отвлекся я на кипящий чайник, выключил его. Сейчас включу освещение в салоне. Сразу ампер добавила. Еще освещение в салоне. Еще 1 ампер добавила. Потом, это вот этими вот кнопочками освещения в салоне. Потом у нас здесь есть фаны. На этой лодке свет в передней кабине они развели на кнопку фан. То есть, если у вас в передней кабине свет не горит, вот надо вот это включить. И в задней левой кабине тоже. Вот. То есть, старайтесь, вот сейчас я отключаю освещение, старайтесь отключать освещение, отключать вентиляторы. Но, конечно, столько, сколько ест холодильник, тут больше ничего не ест. Это у нас вода. Вода у нас очень быстро уходит, хотя мы не принимаем душ, а только моем посуду. Нету крана с морской водой. Это топливо, потребление топлива 3 литра в час. Мы практически не расходуем топливо на максимуме. В какие месяцы лучше всего арендовать яхту на Пхукете? И в какие месяцы, в принципе, лучше всего приезжать отдыхать на Пхукет? Лучшие месяцы — это декабрь, январь, февраль. Почему? Потому что в эти месяцы меньше дождей и не так жарко. Вот посмотрите. Я вбил в Google средняя температура на Пхукете по месяцам. Декабрь. Днем 32 градуса, ночью 25 и всего 9 дождливых дней. Это значит, что вам легче будет спать на яхте. Будет не так жарко и не будет дождей. Потому что если дождь, вам придется закрыть люки, окна, двери. И становится душно в лодке, особенно если вас много. Раньше я говорил людям, что весь ноябрь хороший. Но я застал несколько ноябрей, когда вот уже почти конец ноября, а идут дожди, и ты ждешь, когда же погода улучшится. Поэтому, если вы бронируете лодку заранее, за полгода, на конец осени, начало зимы, то выбирайте декабрь. Потому что в ноябре можно попасть, на самом деле. В январе погода чуть-чуть на градус становится жарче, дождей практически нету. Те дожди, которые бывают зимой, они обычно идут ночью. И к утру они заканчиваются. Февраль. Уже, видите, еще на 1 градус больше. Дождей нету. То, что температура растет, привлекает медуз. Начинают приходить откуда-то медузы, португальские кораблики. Об этом начинают в Телеграме сообщать, что вот на таком-то пляже заметили медуз, на сяком пляже заметили медуз. Это еще не носит массовый характер,
но они уже начинают попадаться. Март, наверное, последний месяц высокого сезона. И с апреля, вот тут не видно, но апрель-май это реально самые жаркие месяцы. Вот мы живем дома без кондишена весь год, но вот апрель-май мы очень часто включаем кондишн. Летом, летом считается низкий сезон, но в принципе июнь, июль относительно нормальные, если вы тут живете. То есть если вы тут находитесь уже, то вы в июне, в июле обязательно найдете как минимум неделю хорошей погоды, когда можно сходить на яхтинг. Дожди вот эти есть и грозы, но они обычно идут ночью. То есть коридорчик в неделю вы найдете. А вот август, сентябрь, октябрь это нежелательные месяцы вообще сюда приезжать, потому что, ну, как минимум 50% будет, может случиться так, что вы приехали и всю вот неделю, пока вы тут отдыхаете, будет идти дождь. Но при этом море теплое в нем, можно купаться, но будет хмуро и будет идти дождь. Соответственно, яхтингом не очень хорошо заниматься. Но в моей практике было такое, что люди говорили, у меня отпуск только в октябре. Я живу в Китае, у нас государственный праздник только в октябре, меня выпускают в отпуск только в октябре, я приеду в октябре. Я говорил, хорошо, давайте за 3 дня посмотрим прогноз погоды. И если будет нормально, то за 3 дня забуким вам лодку. И да, вот так получалось, и мы ходили в чарты, и там были дождики и грозы, но по ночам, и в целом отпуск проходил хорошо. Вот. То есть, еще раз, самое лучшее, это, еще вот надежно, это берите декабрь. Будет не так жарко, цены еще относительно низкие, и народу приехало еще не так много. По цене яхты. Вот наша яхта Ярада. Здесь на странице прямо написаны 3 диапазона цен. Начиная с 1 мая по конец октября самая дешевая цена 1855 евро. Вот именно столько стоит аренда на неделю. И еще вам обязательно нужно будет заплатить 200 евро за финальную уборку. Кроме этого, вы заплатите за топливо. Ну, топлива можно мало нажечь, даже 100 евро бывает хватает, ну там 200, допустим. Все остальные, вот это финал клининг, это облигатория опция, то есть ее обязательно надо заплатить. Остальные опции вам предлагают, можете брать их, не брать, такие как, например, кок. Кок будет готовить вам еду, жить на яхте, но ему нужно предоставить будет спальное место. В некоторых компаниях нужно, чартерных компаниях, даже одному коку нужно будет целую каюту предоставить, имеется в виду двойную дабл каюту и туалет. То есть вот такие у них правила. Поэтому уточняйте, если вы хотите кого-то взять на борт, то он может потребовать одну каюту. Это имеется в виду кок от чартерной компании. Если вы обратитесь ко мне, то я вам попробую найти кока или капитана, который согласится спать в салоне. Вот. И тем самым у вас будет больше свободных кают. По ветрам. Вот он наш Пхукет. У нас тут есть 2 основных сезона ветров. Зимой ветер у нас условно дует с северо-востока, то есть вот отсюда. Вот. А условно летом ветер дует с северо-запада, с запада. Вот условно вот отсюда. То есть это как правило. И вот здесь, когда он зимой дует с северо-востока, вот этот вот материк,
он закрывает нас от волн. То есть они могли бы как бы разыграться, большие волны, да, но вот он материк закрывает. А летом здесь вот с океана дует, и океан огромный, тут ничего не закрывает. И тут вот разгоняются очень большие волны на западном побережье. И купаться здесь опасно становится. Но если мы ходим на нашей яхте вот здесь, вот тут не выходя как бы из этой зоны, то сам Пхукет и потом вот Ко-Яо-Яй с Ко-Яо-Ной, они как бы закрывают от той волны, которая могла бы разыграться, если бы не было вот этих островов. Поэтому низкий сезон, вот лучше ходить вот тут, где тут есть спрятаться от волн, сильных ветров, если что. А вот сюда, вот на юг, лучше не соваться. И еще, часто меня спрашивают, мы хотим пойти на Семиланы, как нам пойти на Семиланы? Вот чартерная база здесь, Семиланы у нас здесь. Вот кажется, вот, пожалуйста, возьми яхту, ты вот пойди вот тут, пройди ее, да, тут есть проход, но тут есть мост, вот он, бридж. И парусная яхта не может под ним пройти, мачта мешает. То есть как бы близок локоток, да не укусишь. То есть чтобы нам пойти вот на Семиланы, нам нужно будет весь Пхукет вот так обойти и потом пойти. Тут огромный переход по океану, а на Семиланах, когда вы придете, вам скажут, там ночевать нельзя, то есть там запрещено ночевать. Для этого надо получить специальное разрешение, которое вы получить не сможете. Это нужна лодка определенная, не каждому дают, нужно ехать в офис. А офис вот тут находится, то есть нужно с Пхукета в машине ехать. В общем, когда ты все рассказываешь, и люди узнают, что здесь нету никаких островов по пути, и на Семиланах ночевать нельзя, и там всего 2 пляжа, куда можно высадиться, в принципе, то вот эта идея с Семиланами, она отпадает. Вот. Но если хотите Семиланы, то можно сходить, но это вот на 2 недели, мне кажется, надо яхту букить. То же самое, если вот южный поход в сторону Ланкави, Малайзия, вот к этим островам, то лучше брать 2 недели и вот так спокойненько спускаться, потом подниматься. Недельный маршрут, это вот, как правило, вот такой вот круг вокруг Ко-Яо-Яй, заходом на Пхи-Пхи. Вот если с ветром, погодой повезет, вот можно на Рачу, вот она, и потом возвращаешься в чартерную базу. Спасибо большое, что посмотрели мой видеофильм о парусном путешествии на яхте Ярада вокруг островов Пхукета. Еще раз скажу, что я занимаюсь организацией яхтенных маршрутов в Таиланде, на Пхукете, в Таиланде на Самуи, в Таиланде на Кочанге, это 3 разные чартерные базы. А также по всему миру мои клиенты часто начинают с Таиланда, потом снимают яхту в Турции, потом на Сейшелах, кто-то добирается до Кубы. Есть те, кто ездит в Италию, Черногорию, Хорватию, Канары, Карибы. Поэтому не стесняйтесь ко мне обратиться. Зачем вам это нужно, ко мне обращаться? Потому что я помогу вам арендовать яхту дешевле. Обычно я делаю 5% скидки, потому что у меня есть агентская скидка. Многие чартерные, особенно вот тут на Пхукете, я знаю лично, на многих яхтах я побывал, и я хорошо знаком с островами, с маршрутами. Я помогу вам снять правильную яхту, сэкономить деньги, составить правильный маршрут, дать рекомендации. Кроме того, я хожу как капитан часто с капитанами, которые недавно получили права, и они идут в первый чарт. Я, как правило, просто не вмешиваюсь, сижу,
Смотрю, они замечательно все делают сами, но иногда, если возникает какая-то критическая ситуация, то тут я подсказываю, помогаю, и мы избегаем каких-то серьезных проблем, которые могут вылиться в поломки, в потери, в невозврат депозита, в сорванное путешествие. Кроме этого, я организовываю путешествия на день, два, три, неделю на яхтах с капитаном. Часто это VIP катамараны, в которых 4 каюты, кондиционеры, 4 туалета, там экипаж из 3 тайцев, которые управляют катамараном, готовят вам 3 раза в день еду по меню, согласованному с вами. И в этих путешествиях вам не надо ничего делать, вы просто отдыхаете и наслаждаетесь жизнью. Если взять большой катамаран, на нем не будет укачивать, вам не надо практически нести никакую ответственность за то, что там экипаж какую-то ошибку совершит. И эти яхты у меня снимают разные люди, и звезды шоу-бизнеса, медийные люди, политики, топ-менеджеры Газпрома и самые обычные люди, которые берут вот иногда вот яхту подешевле, как вот эта Ярада. Наверное, это низ ценового диапазона. И каждому я стараюсь предоставить скидку, вот, подсказать, какую яхту из множества выбрать. Тут вот еще одно отличие от Турции. Тут яхт относительно немного. То есть, если в Турции у нас 1000 яхт, и там очень большая конкуренция, цены низкие, здесь по-другому. Здесь яхт не очень много, и их самые хорошие разбирают заранее. То есть старайтесь не затягивать, не тянуть до последнего, что вот нам нужна яхта, тогда остается подбирать из того, что осталось. Но понятно, что останется не самые лучшие яхты, потому что самые лучшие арендуют заранее. И некоторые яхты арендуют за год, за 1,5 года. То есть я вижу в чартной базе это, что, вот, скажем, следующий Новый год уже практически весь арендован на хороших яхтах. Поэтому, если вы посмотрели это видео и хотите арендовать яхту в Таиланде, ну не только в Таиланде, но допустим в Таиланде, пожалуйста, не стесняйтесь мне написать, я бесплатно вам все расскажу, подберу вам хорошие варианты, предоставлю скидку, помогу с маршрутами. Где-то пойду даже с вами, если вам это нужно, или подберу опытного капитана, который вам поможет. Спасибо за просмотр, всего вам хорошего.